Я играл в Росомаху на кнопочном телефоне в том периоде, когда влюбился в игру для Xbox. У меня была эта игра на телефоне и обои с Логаном. Мне просто нравилось, что он постоянно кричал и носил простую белую футболку, которых у меня было несколько. То есть я прям ощущал себя как персонаж. Мне не нравился мультсериал 90-х, мне не нравились фильмы нулевых. Но как же я обожал эту игру, а вдобавок у меня была и версия для кнопочного телефона. Вот только я не играл в нее так часто. А почему вы узнаете по ходу этого видео? Вау, загрузка с когтями, прикольно. Они еще должны наполняться. Хочу ли я звук? Да, конечно. Вот только музыка полный отстой, чем-то напоминает X2. Electronic Arts выпустили эту игру. Сказать что-то интересно ничего не сказать, ведь обычную игру, да и все остальные игры Marvel издавали Activision. Как они получили лицензию, а главное, зачем издали, непонятно. По сути, можно сказать, что эта версия полностью отличалась от остальных. Не только платформой, ей руководили другие люди. Класс, нарисованная обложка. Ну то есть, от такой игры ожидаешь просто какой-нибудь плакат, которого сделали для фильма. А тут прям арт. Посмотрите, сколько шума в главном меню. Как они добились такого великолепного эффекта. Сначала у нас обучение без каких-либо объяснений. Мне кажется, что-то не то сделал, ведь запускал ранее и тогда говорили, что делать. Хорошо, что играл ранее и все вспомнил. Да и игра не такая сложная в плане управления. Мы ломаем ящики, внутри них мутагены. Уровни линейны, но есть развилки, где можете собрать больше мутагенов. Мы их используем для прокачки. У нас нет выбора сложности, враги сильно бьют, жизнь быстро тратится, зато можно себе облегчить прохождение прокачкой жизни и ударов. Жизнь не нужна, они не знают, что я играл в прошлые игры. Вы можете распределить, сколько очков вы хотите отдать для определенного улучшения, как в каком-то Fallout или Тони Хоуке. Однако, скажу честно, после апгрейдов не заметил разницу и меня все равно быстро убивали. Да и врагов все равно приходилось долго бить. Но были эти редкие, определенные моменты, когда мне все-таки удавалось победить быстро. У нас есть обычная атака. Чтобы получить больше ударов, то есть удлинить комбо, нужно собирать буквы X. Что обидно, ненавижу, когда в играх нужно открывать не какие-то специальные удары, а обычные, которые должны быть в начале. Вы можете присесть, но это плохая идея, ведь тогда не сможете блокировать. Это нужно только на одном боссе. Блок очень неудобно выполнять, ведь он делается на клетку, которая совсем внизу. Так что вам будет трудно атаковать, блокировать, ходить, прыгать, блокировать. Также можно захватить врага, но как это делается на самом деле, не представляю. Да, в инструкции говорят, что нужно указать в сторону врага, но редко получается выполнить. Один удар во время стелса — моментальное убийство. Можно падать на врага, чтобы моментально убить, не всегда работает. Нет привычного платформинга, но нужно постоянно цепляться за уступы. Это проблематично, потому что нужно прыгнуть под определенным углом. Вы не должны быть под уступом, вам нужно место, чтобы вы до него допрыгнули. Это бесит, ведь иногда вы должны пройти по стелсу. И если вы прыгнете не так, то попадете во врага и можете уже начать сначала. Иногда рядом лазер. Если прыгнете не так, то попадете в него и умрете. Карабкаемся по стенам, кажется, это будет круто, но нет. Вы можете карабкаться вверх, но не вниз, так что старайтесь не упасть. Причем, чтобы прыгнуть, не нажимайте на прыжок, а налево или право. Спускаемся вот так, всегда приятно, только непонятно, если можно ускориться. Иногда медленно спускаясь, иногда быстро. Конечно, надо пройти сквозь узкие места. Как без этого? Мы видим побег Логана из лаборатории. Прикольные спрайты. Он в трусах, но в ту же секунду надевает свою фирменную футболку. Мне нравится, что он придерживается своих вкусов. Стоит отметить, что на этот раз мы бегаем за Страйкером всю игру, а не за Саблезубым, как на DS и PSP. На уровнях таймеры, и нужно собирать большие часы, чтобы получить время. Обожаю собирать большие часы. У меня никогда не заканчивалось время, только в конце чуть не проиграл. Знакомые лазеры. Нужно осторожно проходить, ведь могут убить моментально. Я бы сказал, что люблю, как солдаты спускаются по тросам, если бы их не было так много. Мы настолько брутальны, что аж разбиваем стекло своим весом. Ну и конечно снизу враг. Значит, тут можно пойти направо, но подумал, я что, тупой? Прыгнул сразу наверх и умер. Оказывается, надо пойти направо, чтобы уничтожить переключатель. Да, как только вы касаетесь зеленого лазера, он становится красным, и у вас несколько секунд, чтобы увернуться от ракеты. Эти ракеты не только убивают вас, но и уничтожают предметы, после чего вы сможете пройти дальше. И конечно, надо постоянно думать, как активировать ракеты так, чтобы это было в вашу пользу. И не стоит забывать про тайминги. Увидел ящик и хотел разбить, чтобы получить что внутри, но не заметил, что там лазер, и меня убила ракета. Тут не надо разбивать коробку. Это обманка для новичка. И уровень начался с
сначала. И тут меня что-то стукнуло по голове, я вспомнил, почему не проходил эту игру постоянно. На уровнях мало чекпоинтов. Нужно пройти все идеально, иначе придется миллион раз делать одни и те же вещи. Хорошо, что уровни короткие, но того не менее сложные. Эту игру можно пройти только одним путем. Немного ошиблись и все. И в конце сложного уровня тебе пишут, что это еще не конец, и тебя еще ждут страдания. Этот снайпер стреляет по нам издалека. Убивает моментально. Особенно бесит, когда его ставят вместе с другими врагами, и вам ну совсем не дадут дышать. Прыжок помогает приблизиться быстрее. Причем этот снайпер слишком самоуверен. Даже когда вы приближаетесь, не перестает стрелять. Настоящий профессионал. Тут спавнят кучу врагов. Лучше всего остановиться и победить всех, чтобы оставили в покое. Снизу лазеры с таймингом, так что отправляюсь наверх. Главное пропустить букву X, ведь враги не дадут ее взять. Их и так будет предостаточно. Нам помогает Джон Врейд. Вот он сзади. Деремся с Блобом. Игра нас пугает тем, что у всех боссов в игре будет регенерация, и поначалу драться действительно сложно. Вам снимают кучу жизни, а у босса она быстро пополняется. Но потом вы замечаете, что можете прыгать за спиной, а когда он бьет землю, то делает это медленно и сильно наклоняется. Так что понимаете, что это ваш шанс прыгать. А чтобы босс бил землю и наклонился, вы должны сесть на колени. И значит вы садитесь на колени, он бьет, вы прыгаете и атакуете. Все. Нет, босс не будет менять тактику, он полный лох. Вы его бьете той же тактикой до победы. Причем так со всеми боссами. Саблезубый второй босс, но он еще проще. Надо только блокировать и атаковать. И это вам ничего не стоит. Просто нажимаете на две кнопки. Надо специально накосячить, чтобы усложнить себе задачу. Босс Дэдпул немного сложнее. Надо заставить его телепортироваться. Тогда он сделает специальную атаку, когда появится. Он телепортируется, когда вы просто отходите. Вы должны блокировать и, внимание, атаковать немного до того, как он закончит свою атаку. Иначе не попадете в тайминг. Потом он перемещается направо, и вы должны зарядить свои когти при помощи его лазера, что звучит круто. Но не знаю, если что-то меняется, ведь быстро проходится. Может, в этом и суть. Блокируйте лазер и уклоняйтесь от бомб. Сначала это очень сложно сделать. Лазер маленький, у бомб большой радиус взрыва, но потом вы понимаете, что можете подойти к нему, и вы увидите анимации атак и сможете быстрее отреагировать. Да и бомбы свои начинают бросать куда-то под землей, так что никакой опасности нет. В конце показалось, что прикончит, но надо просто быстро бить, и победа в вашем кармане. Как она там поместилась? Ух, как же ненавижу стелс уровень. Прикол в том, что вы можете убить только 3 врагов, иначе начнете сначала. Да и когда вас замечают, быстро наполняется шкала, и вы в спешке пытаетесь одолеть врага, который вас заметил, иначе начнете сначала. А чтобы пройти незаметно, надо поступать очень осторожно. Вы должны точно передвигаться по каждому пикселю и нажимать на кнопки только в правильный момент. Зато в конце больше места и не нужно париться. Солдат с синим ружьем, может быть лед, берет много жизни. Тут долго ждал, пока пополнят жизнь, а потом меня сразу убили. Но разработчики знали, что это произойдет, и поставили чекпоинт. Ну и чтобы пройти крутым образом, надо прыгнуть с колен, чтобы выпустили ракету, пока вы падаете. Лазер не проходит сквозь платформу, прикольно. Это не помешало мне отхватить. У меня мало жизни, да и враг не оставляет в покое. Лучше уже начать с чекпоинта и сделать все правильно. Враги снизу, так что я туда не отправлюсь. Все-таки надо. Кайла выглядит как зомби в этой версии. Да, она вот так появляется, не хочет, чтобы мы убили Саблезубого. Она нам будет помогать спасать мутантов. И оказывается, ее сестра никто иная, как Эмма Фрост. Мне нравится, что с каждой версией мы узнаем больше о Кайле. Серьезно, на Nintendo DS мы только с ней познакомились, на PSP узнали, что у нее есть сестра, а на кнопочном телефоне узнали, что ее сестра это Эмма Фрост. Интересно, что нам расскажут на PS2. Хотел покритиковать, что мутантов просто поймали, но они же не бойцы, а простые люди, которые только обнаружили, что у них силы. Значит, мутантов поймали в этой вселенной и именно поэтому основали школу. Это прикольная идея. Для финала разработчики оставили самый сложный уровень, где все надо пройти еще более идеальнее, чем раньше. Тут совсем нет чекпоинтов, а уровень очень большой. У нас 8 мутантов, из которых надо найти всего 6. Спасибо и на этом. Я нашел 7. Последний мне был не нужен. Они выглядят так круто. Конечно, прикольно, что у них не имена, а цифры. Сразу начинаешь представлять, сколько их. Но где знакомые лица? О, вот же циклопсы. Ну все, теперь я поймал его. Мы всех спасли, победили босса, который еще ничего плохого не сделал, и игра просто обрывается, демонстрируя, как быстро Логан потерял память. Ты открываешь руку. Жетоны, нет имени. Только...
Говоря про графику, все не так круто, как могло бы быть. Конечно, все выглядит детально, но, наверное, само наполнение уровней оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что у Росомахи классические волосы, выглядит он как обычный мужик, даже в сравнении с боссами не такой крутой. Враги просто солдаты, никаких монстров или роботов. Игра крутая в начале, но потом начинает бесить. Однако не буду лгать, что мне понравилось играть, когда понимал, что делать, и все начало работать. Мне самому приходилось находить подход к каждому уровню, каждому препятствию, каждому боссу, и это очень приятно. Но я лучше поиграю в простенький битэмап на PSP, чем в это. А в следующий раз, нет, не основная версия и даже не PS2. Я вспомнил, что есть еще одна игра на кнопочном телефоне. Лучше расскажу сейчас, пока не забыл.